Приветствую всех на своем канале, меня зовут Ирина Акман, и сегодня мы с вами будем вязать объемную 3D розу в квадрате. Схему такого мотива, я думаю, вы не раз уже встречали в интернете. В интернете есть очень много схем, как связать розу в квадрате. Я когда-то также вязала по таким схемам, но хочу сразу сказать, что когда будете вязать по таким схемам, ваша розочка может получиться не такой красивой и не такой объемной. Я, например, когда вязала по схемам из интернета, и лепестки получались не волнистые, а более плоскими. И вообще сам мотив в итоге мне не сильно нравился. Поэтому я взяла и добавила некоторые элементы в схему. И в этом мастер-классе хочу вам показать, как же я вяжу такую вот объемную розу в квадрате. Такая розочка у меня получается очень объемная и красивая. Этот мотив вы можете использовать при вязании любых изделий. И также его можно вязать из разнообразной пряжи. Можете взять хлопок стопроцентный, можете использовать хлопок с вискозой. Также можете взять какую-то тонкую мериносовую шерсть. Главное, чтобы пряжа была хорошего качества и изделие в итоге хорошо и долго вам служило. Давайте я вам сразу скажу размер готового мотива, а то вы у меня будете спрашивать в комментариях обязательно. Итак, 17,5 сантиметров. Мотив у нас квадратный, то есть каждая сторона 17,5 сантиметров. При необходимости вы можете увеличить ваш мотивчик до нужного вам размера, провязав не 2 рядочки белым цветом, как у меня здесь провязано, а еще, например, один добавить или несколько рядов. Для вязания данного мотива я буду использовать пряжу Alize Cotton Gold, и мне понадобится 3 цвета: персиковый, нежно-салатовый и белый. Вы можете использовать эту пряжу или взять любую другую пряжу, которая вам нравится. Обзор этой пряжи есть у меня на канале, можете посмотреть по подсказке. Производитель рекомендует крючок от 2 до 4. Мы будем вязать крючком номер 3. В зависимости от вашей плотности вязания вы можете взять крючок или меньшего номера, например 2,5 или 2. И также номер крючка зависит от вашей пряжи. Итак, мы начинаем вязание нашего мотива из центра нашего цветочка. Для этого делаем первую петлю и провязываем 5 воздушных петель. Дальше мы замыкаем вязание в круг, вводим крючок в самую первую воздушную петлю и вот таким образом соединяем. У нас должно получиться колечко. Дальше вяжем следующий ряд, провязываем 3 воздушные петли для подъема на следующий ряд. Нам нужно провязать столбики с накидом, между которыми у нас будет по 3 воздушных петли. Эти 3 воздушные петли для подъема нам заменяют первый столбик с накидом. Дальше после него снова вяжем 3 воздушные петли, накид. И прям в колечко, просто вводим крючок в колечко, провязываем столбик с накидом. Вот так. Дальше снова 3 воздушные петли, провязываем столбик с накидом. У нас должно получиться 8 столбиков с накидом, между которыми у нас арочки из 3 воздушных петель. Кстати, хвостик, который у нас остался, я ввязываю просто столбиками с накидом, ввязываю в полотно. Видите, я прокладываю по цепочке его, и вот таким образом он у меня ввязывается. И в конце работы просто обрежу ненужный кончик. Вяжу последний 8 столбик с накидом, провязали, и довязываем еще 3 воздушные петли и вводим крючок в 1, 2, 3 воздушную петлю, которую мы делаем для подъема, и присоединяем со соединительной петлей. Вот что у нас получилось. Переходим на следующий ряд, провязываем воздушную петлю, вводим опять же в эту воздушную петлю, вот дырочка ее видно, наш крючок вводим и провязываем столбик без накида. Дальше под каждую такую арочку из 3 воздушных петель мы провяжем лепесточки. Итак, вяжем первый лепесток, для этого провязываем под арку столбик без накида, дальше полустолбик и 6 столбиков с накидом. После 6 столбиков снова вяжем полустолбик 1 и опять столбик без накида. И потом вершину вот этого столбика провязываем столбик без накида. Вот сюда вот. Готово. Первый лепесточек мы связали. Вяжем следующий. Под арочку начинаем вязание лепестка со столбика без накида. Потом полустолбик. Потом 6 столбиков с накидом.
И после них снова провязываем полустолбик, столбик без накида под арочку и столбик без накида в вершину вот этого столбика с накидом. Вот так. У нас получаются лепесточки за счет того, что мы постоянно вяжем столбики разной высоты. Самый низенький столбик — это столбик без накида, он у нас в начале, потом чуть выше полустолбик и дальше самый высокий из них столбик с накидом. Провязываем столбики с накидом и в конце опять идем на снижение. Провязали полустолбики, столбики без накида. Таким образом, в каждую арочку вы провязываете по одному лепесточку, и у вас должно получиться 8 лепестков. Вяжу последний лепесток, провязываю в конце этого лепестка полустолбик и столбик без накида. Вот так. Теперь ввожу крючок в вершину самого первого столбика без накида и присоединяю соединительной петлей. Готово. У нас получился вот такой волнистый цветочек. Дальше будем вязать следующий ряд из лепестков. Для этого провязываем воздушную петлю, поворачиваем наш цветок и спускаемся немножко сюда вниз. Вот сюда ввожу крючок, видите, в протяжку, и соединительной петелькой присоединяюсь. Спустились немножко вниз и вязать будем уже с этого места. Поворачиваем опять наш цветочек на лицевую сторону. Теперь будем провязывать 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И прикрепление делать будем между лепестками. Вот одна ножка и вторая ножка столбика. Вот это место, где мы будем присоединять нашу арочку из 5 воздушных петель. Присоединяемся обычной соединительной петлей. Снова 5 воздушных петель, 3, 4, 5. На изнаночной стороне ищем вот эти дужечки. Вот, хорошо очень видно. И присоединяемся. Таким образом вяжем весь ряд до конца. У вас должно получиться опять 8 арочек из 5 воздушных петель. Последние 5 воздушных петель и прикрепляюсь вот сюда, под эту ножку. Вот так вот. Теперь будем вязать снова лепесточки. Для этого провязываем воздушную петлю и сразу начинаем под арочку провязывать столбик без накида. Дальше полустолбик. И в этот раз нам нужно провязывать не 6 столбиков с накидом, а 8. На 3 столбика, получается, нужно провязать больше, потому что у нас здесь было 3 воздушные петли, а здесь 5. Здесь больше места, цепочка длиннее, поэтому провяжем больше столбиков с накидом, чтобы заполнить пространство на этой цепочке. Провязали 8 столбик с накидом, дальше вяжем полустолбик и столбик без накида. Вот так. Дальше наклоняем следующий лепесток нашего первого ряда и сразу под арочку провязываем столбик без накида. Потом полустолбик, 8 столбиков с накидом, 8. После 8 снова полустолбик, потом столбик без накида и вяжем следующий лепесток. Наклоняем эти лепесточки, чтобы они нам не мешали. И сразу начинаем вязание со столбика без накида. Таким образом провязывайте весь этот ряд. У нас опять должно получиться 8 лепесточков. Смотрите, довязываю последний 8 лепесток. 8 столбиков с накидом провязала. Дальше полустолбик, столбик без накида. И присоединяюсь в вершинку вот этого столбика без накида, самого первого, соединительной петлей. Дальше провязываем воздушную петлю, разворачиваем наш цветочек на изнаночную сторону и опускаемся опять. Вот таким образом нужно переместиться немножко вниз на полсантиметра примерно. Вводим крючок под 2 дужки вот так и присоединяемся. Снова разворачиваем на лицевую сторону нашу розочку. В этот раз нам нужно провязывать 7 воздушных петель для лепестков. Опять присоединяемся таким же образом, как я вам уже показывала. Наклоняем на изнаночную сторону розочку, вводим сюда вот под 2 дужечки крючок и присоединяемся. И у нас должны получаться вот такие арочки из 7 воздушных петель. Провязываем таким образом ряд до конца. Прикрепляю последнюю арочку из 7 воздушных петель вот сюда.
И начинаем вязать следующий ряд из лепестков. Опять начинаем вязание лепестка со столбика без накида, потом полустолбик. У нас эта арочка стала еще длиннее, уже 7 воздушных петель, поэтому нужно провязывать больше столбиков с накидом. В этот раз будем вязать 11 столбиков с накидом. И 11. Так, дальше снова полустолбик вяжем после 11 и снова в конце столбик без накида. Готов первый лепесток, переходим на следующую арочку, провязываем снова столбик без накида, полустолбик, 11 столбиков с накидом, полустолбик и столбик без накида. И таким образом вяжем весь ряд из этих лепесточков. Довязали мы последний лепесточек, присоединяемся соединительной петлей в вершину самого первого столбика без накида, вытягиваем петельку, ниточку можете оставить сантиметров 10 и обрезаем. Теперь эту петельку просто вот так вот вытягиваем и хорошо-хорошо затягиваем. Кончик, который у нас по центру, можно сразу обрезать вот так вот при корне. У нас получилась объемная, красивая 3D розочка. Дальше мы будем продолжать вязать с нитью салатового цвета. Можем начинать вязание из любого лепесточка последнего ряда, самого нижнего ряда. Итак, давайте, например, начнем с этого места. Оставляем небольшой хвостик. У нас здесь 11 столбиков без накида, то есть один центральный столбик. Найдите этот центральный столбик, вершинку его, отсчитайте 5 столбиков с накидом с этой стороны, с левой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. И вот он, наш центральный столбик. Сюда цепляем нашу ниточку салатовую. Оставляем хвостик, чтобы потом можно было спрятать кончики. И провязываем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. В этом рядочке мы свяжем листики вокруг нашей розочки. На одном таком лепесточке нашей розочки должно получиться 3 зелененьких лепесточка. Итак, мы провязали 5 воздушных петель и теперь нужно провязать еще 3 столбика с 3 накидами. Делаем 3 накида, 1, 2, 3 и провязываем в эту же вершинку столбик с 3 накидами. Так, но не довязываем его до конца, у нас на крючке должно получиться 2 петли. Дальше снова 3 накида, провязываем еще один столбик, опять не довязываем его до конца и еще 3 накида, и еще один столбик, и снова не довязываем его до конца. У нас должно получиться 4 петельки на крючке. И теперь накид. И протягиваем нитку через все 4 петли на крючке. Вот такой у нас получился лепесточек. Между нашими лепесточками должно быть по 3 воздушных петли. Вяжем 1, 2, 3. И снова в эту вершинку нашего столбика с накидом нужно провязать 4 столбика с 3 накидами. То есть опять нужно сделать такой же лепесток. Первый столбик. 3 накидами, дальше 2, 3 и 4. У нас на крючке сейчас уже 5 петель и протягиваем нитку через эти все петли. Второй лепесточек готов. Кстати, вот эта цепочка из 5 воздушных петель нам заменяет 1 столбик из 3 накидами. Дальше еще нужно провязать 1 лепесточек, провязываем снова 3 воздушные петельки. Делаем 3 накида и вяжем 3 лепесточек в эту же вершинку. Провязали, вот что у нас с вами получилось. Теперь после 3 лепестка вяжем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Переходим на следующий лепесток нашей розочки. Вот он. Опять ищем здесь центральный столбик с накидом. 1, 2, 4, 5. И вот он центральный. И прикрепляемся в вершину этого столбика столбиком без накида. Вот так. Снова 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Переходим на следующий лепесток нашей розочки. Ищем центральный столбик с накидом. И в этот столбик, вершинку этого столбика, нужно снова провязать 3 лепестка. Делаем 3 накида и вяжем 3 лепестка. Каждый лепесток состоит из 4 столбиков с 3 накидами. И между лепесточками помните, что нужно провязывать по 3 воздушные петли. Довязываю я 3 лепесточек.
Вот так делаю общую вершинку этим столбиком. И снова после наших лепесточков нужно провязывать 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Переходим на следующий лепесток нашей розочки, ищем центральный столбик, вот он, и присоединяемся столбиком без накида. Дальше снова 5 воздушных петель. Переходим на следующий лепесток и здесь опять вяжем 3 лепестка. И таким образом довязываем весь этот ряд до конца. У вас должно получиться 4 точки, 4 розовых лепестка, на которых у вас будут размещены зеленые лепесточки. Провязала я последние 3 лепестка. Вот такой у меня вид моей розочки. Присоединилась я, видите, столбиком без накида. Дальше вяжу 5 воздушных петель. 4, 5. И присоединяюсь в вершину, общую вершину вот этих столбиков с 3 накидами. Вот сюда, в вершину этого лепестка. Соединительной петлей присоединяюсь, оставляем немножко ниточки, обрезаем ее и петельку вытягиваем. Зеленая ниточка нам больше не понадобится. Из зеленой ниточки можете сделать зацепку, чтобы она не распускалась. Просто видите крючок, вот так вот захватите ее. Получится петля, еще раз захватите нитку, протяните через эту петлю и вытяните. И подтяните очень хорошо. Теперь вязание не распустится. Розы с лепесточками у нас готовы. И осталось нам обвязать это все дело столбиками с накидом. Для этого мы уже будем использовать ниточку белого цвета. Предыдущий рядочек зеленого цвета мы закончили в этом месте. Начинать вязать следующий ряд мы будем вот с этой точки, где у нас столбик без накида. Прикрепляем сюда белую ниточку, оставляем небольшой хвостик, делаем петельку. Будем обвязку сейчас делать столбиками с накидом. Провязываем 3 воздушные петли, которые заменят нам первый столбик с накидом. Будем вязать по часовой стрелке первый рядочек белой ниточкой. Делаем накид и провязываем под эту арочку из 5 воздушных петель 6 столбиков с накидом. Сейчас они немножко сбились, так сказать, в кучку, но потом вязание расправится, все будет ровненько. Дальше делаем накид и провязываем следующий столбик с накидом в вершину нашего лепестка. Вот сюда вот, хорошо видно эту дырочку. Столбик с накидом провязали. Перед нами арочка из 3 воздушных петель между лепестками. Везде под такие арочки по всему кругу будем провязывать по 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Дальше перед нами центральный зеленый лепесточек. В его вершинку мы будем провязывать сначала 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше вяжем 3 воздушные петельки, накид и опять в эту вершинку снова провязываем 3 столбика с накидом. На каждом таком центральном лепесточке мы будем провязывать именно таким образом: 3 столбика с накидом, потом 3 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. И это у нас будут уголки нашего квадратика. Это первый уголок. Дальше под следующую арочку, как я вам говорила, вяжем 4 столбика с накидом. В вершину следующего лепесточка вяжем 1 столбик с накидом. Дальше вот арочка из 5 воздушных петель. Под нее всегда провязываем 6 столбиков с накидом. Провязали эту шестерочку. Дальше накид и в вершину столбика без накида, вот этого зеленого, провязываем столбик с накидом. Дальше переходим на следующую арочку из 5 воздушных петель, провязываем под нее опять 6 столбиков с накидом. Довязали до следующего уголка. Этот центральный лепесточек наш будет следующий уголок. Вяжем столбик с накидом в вершину первого лепестка. Под арочку из 3 воздушных петель провязываем 4 столбика. И в центральный лепесток провязываем сначала 3 столбика с накидом, потом 3 воздушные петли и еще раз 3 столбика с накидом. Второй уголочек готов. И дальше довязывайте этот ряд таким же образом, как я вам уже показывала. Ну вот, посмотрите, я довязала почти рядочек до конца, связала 4-й уголок.
Провязала подарочку 6 столбиков с накидом. И теперь соединяем начало и конец ряда, вводим крючок в третью воздушную петлю, которую мы делали для подъема, и присоединяемся соединительной петлей, вот так. Дальше провязываем снова 3 воздушные петли для подъема на следующий ряд, поворачиваем вязание и будем вязать в обратную сторону против часовой стрелки. Каждую вершинку нижнего столбика с накидом нужно будет провязать по одному столбику с накидом. Вот мы вяжем, довязали почти до уголка, провязываем в каждую вершинку по столбику. И теперь перед нами арочка из 3 воздушных петель. В этом рядочке, который мы сейчас вяжем, у нас будет немножко больше столбиков с накидом провязано, особенно на уголках, потому что наш квадратик растет, и всегда на уголках нужно провязывать немножко больше столбиков, чтобы квадратик равномерно расширялся. Для этого мы делаем накид, прям под арочку провязываем сначала 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Потом снова 3 воздушные петли, накид и опять под арочку эту 3 столбика с накидом вяжем. 2 и 3. Вот такой уголочек у нас с вами получился. Дальше продолжаем вязание столбиками с накидом, в каждую вершинку по одному столбику. Здесь вообще нет ничего сложного. Довязывайте до следующего уголочка и там провязывайте опять же таким образом, как я вам показала. Таким образом мы будем провязывать на всех наших уголках, которые у нас есть. Этот ряд очень легко вяжется, поэтому довязывайте его до конца самостоятельно. Последний столбик с накидом и присоединяемся в самую верхнюю вот эту воздушную петлю и присоединяемся соединительной петелькой. Оставляем небольшой хвостик и ниточку обрезаем. Вытягиваем и хорошо очень подтягиваем. С изнаночной стороны кончики можете прятать любым удобным для вас способом. Сейчас я спрячу кончики, и нужно будет отпарить этот мотив в местах, где у нас лепесточки зеленые и где белая обвязка. Объемную нашу розочку мы ни в коем случае не отпариваем. Сильно нажимать утюгом мы не будем на нее, потому что она у нас получится приплюснутая. Разве что совсем немножко такими легкими движениями можете ее разровнять. Вот так наша роза в квадрате выглядит уже в отпаренном виде. Все стороны ровные, листики также, видите, отпаренные, ровненькие. Такой мотивчик я использовала при вязании своего пледика роза. Можете перейти по подсказке и посмотреть обзор этого пледа. Я уверена, что у вас также получилась очень красивая и объемная розочка в квадрате. Фотографии своих работ прикрепляйте ко мне на стенку в группу ВКонтакте. Если что-то было непонятно, то ваш вопрос напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на мой канал обязательно, чтобы не пропустить новые мастер-классы. И до скорых встреч. Всем пока!